Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание Красной Горке, мы уделим внимание Антипасхе, она же воскресенье Фомы, которое все мы с вами будем отмечать 12 мая. В этом видео поговорим о том, что можно, что категорически нельзя делать, а также на какие моменты и события стоит обратить внимание. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно напишите в комментариях, что вы желаете и вы хотите. Пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Также, друзья, хотим поблагодарить всех за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень приятно. Итак, 12 мая 2024 года мы с вами все вместе будем отмечать один из наиболее колоритных и живописных народных праздников – Красная Горка. Этот день известный также как Антипасха или Фомино воскресенье в православной традиции. И именно этот праздник, он вобрал в себя множество уникальных обычаев, ритуалов, которые и отражают глубокие культурные и религиозные корни. Красная Горка – это уникальный и живописный народный праздник, который отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Название этого праздника происходит не от цвета, а от слова «красное», что в древнерусском языке означало «красивое». Таким образом, Красная Горка символизирует красоту весны, пробуждение природы и начало нового сезона в жизни сельского общества. Красная Горка тесно связана с началом сезона полевых работ и свадеб, которые были возобновлены после длительного периода Великого Поста и зимних холодов. Это время, когда наши предки отмечали окончание строгих ограничений и начало нового жизненного цикла. В этот день традиционно начинался сезон сватовства и гуляний, символизируя возобновление жизни и благоприятное время для заключения браков, которые не проводились сразу после Масленицы. Красная Горка отмечалась всегда с размахом. Зажглись костры, ярмарки, народные гуляния, и все это собирало людей. Один из обрядов включал скатывание красного яйца с деревянного помоста, что символизировало камень, который был отвален ангелом у входа в гроб Господень. Такой обряд напоминал о победе жизни над смертью и был наполнен глубоким религиозным содержанием. День начинался с поминовения ушедших родственников, отражая связь праздника с культом предков. После поминальных обрядов и наступала пора радостного торжества жизни, когда молодежь одевалась в самые свои лучшие наряды и собиралась для веселья на возвышенностях, что давало название празднику Горки, как место сбора становились красными от красоты и молодости людей. Красная Горка считается преимущественно девичьим праздником. В этот день девушки надевали лучшую одежду, украшали волосы венками из свежих цветов и водили хороводы, пели песни, качались на качелях в символе возвращения весны и рассвета природы. Одним из самых ярких обычаев было качание на горке. Молодые люди качали девушек на качелях, что символизировало пробуждение природы, а также было своеобразным обрядом сватовства. Считалось, что чем выше девушка закачается, тем счастливее и успешнее будет ее жизнь. В Красную Горку существовало и множество народных примет и ритуалов, направленных на привлечение удачи и счастья. Например, девушки могли бросить по венку в реку, загадывая желание, или испечь счастливый каравай, который затем разделяли с близкими и друзьями. Также было принято устраивать игры и состязания, победители в которых считались особенно удачливыми в этом году. 12 мая христианский весь мир отмечает Антипасху, также известную как Фомино воскресенье или Новое воскресенье. Этот праздник, который падает на второе воскресенье после Пасхи, несет в себе уникальное значение и традицию, которая глубоко укоренилась в истории и духовности православного христианства. Термин «антипасха» часто может вызвать недопонимание, так как «анти» в современном восприятии может интерпретироваться как противопоставление.
Однако в контексте именно этого праздника он имеет значение в ответ, напротив, подразумевая возвращение к празднованию Пасхи, прошедшей неделю назад. Описание первого богослужения в честь Антипасхи датируется 400 годом нашей эры и подчеркивает глубокую духовную традицию, связанную с этим днем. Одной из заметных особенностей празднования Антипасхи является традиция крещенных ходить в белых одеждах в течение первых 8 дней после Пасхи. Белые одежды символизируют чистоту и новую жизнь, которую приносит крещение, а снятие их на Антипасху символизирует возвращение к обычной жизни после периода особого духовного возрождения. Фигура апостола Фомы занимает и особое место в христианской традиции. Известным своим неверием в воскресение Христа до тех пор, пока он сам не убедился в этом, Фома стал символом сомнения, а затем и глубокой веры. Его история не только показывает человеческую слабость, но и показывает милосердие и терпение, к которым Христос относился к своим ученикам. История Фомы неразрывно связана и с воскресением Иисуса Христа. Когда Христос первый раз явился своим ученикам после воскресения, Фомы среди них не было. Позже, когда другие апостолы рассказали ему о случившемся, Фома выразил свое сомнение. Он заявил, что не поверит в воскресение, пока не увидит и не прикоснется к ранам Иисуса Христа. На 8-й день после Пасхи Христос вновь явился ученикам, на этот раз при Фоме. Он предложил сомневающемуся апостолу проверить его раны, чтобы развеять его сомнения. Этот момент, когда Фома дотрагивается до ран Христа и верит в его воскресение, стало ключевым его жизни. Прозрев, Фома произнес: «Господь мой и Бог мой», признавая Христа своим Спасителем. После воскресения Христа и вознесения Фома превратился в одного из самых активных проповедников христианского учения. Согласно традициям и библейским текстам, Фома отправился проповедовать в самые отдаленные уголки тогда известного мира, от Палестины до Индии. Его миссионерская деятельность привела к основанию множества христианских общин. В Индии, например, Фома считается основателем христианской церкви среди малаялам, и многие христианы общины в Индии до сих пор называют себя томасами в честь апостола Фомы. Этот день не только продолжает радостные празднования воскресения Христа, но и открывает летний сезон свадеб, венчаний и народных гуляний. Праздник богат традициями, которые отражают глубокую связь веры, культуры и народных обычаев. Фомино воскресенье издавна считалось временем для молодежных встреч и гуляний. Молодые люди водили хороводы, пели песни и играли в различные игры. Поскольку после Пасхи снимался церковный запрет на венчание, этот день становился идеальным для того, чтобы приглядеть себе пару. Девушки, желая узнать о своей судьбе, проводили гадания. Они зажигали свечу и ставили ее на приоткрытое окно. Если свеча сгорала до конца, это предвещало скорое предложение о браке. Если же свеча гасла, следовало ожидать еще 1 год одиночества. В этот день принято было посещать церковную службу и молиться за усопших, что подчеркивает важность поминовения и уважения к предкам. После службы многие отправлялись на кладбище, чтобы поухаживать за могилами и вспоминать о близких, кого нет в этом материальном мире. Утром в Фомино воскресенье положено было умываться святой водой, которую заранее оставляли ночевать перед образами. Этот ритуал символизировал очищение и обновление. Вечером семьи собирались за праздничным ужином. Щедрость угощений и теплота семейных отношений предвещали удачу и благополучие на весь предстоящий год. Одной из замечательных традиций Антипасхи на Руси было кормление животных. Считалось, что накормить 7 различных животных в этот день способствует процветанию и богатству в доме. Также в этот день принято было помогать бродячим животным, что символизировало милосердие и заботу о ближних.
Этот день был пронизан не только радостью и празднованиями, но и особыми традициями о том, что следует и не следует делать, чтобы год прошел под знаком счастья и благополучия. Одним из самых строгих табу в воскресенье Фомы является запрет на любые конфликты, ссоры и ругань. Считается, что нарушение гармонии в этот светлый день может привести к долгосрочным негативным последствиям. Если в этот день человек участвует в скандалах или в ссорах, то, по поверьям, счастье будет его обходить стороной на протяжении всего года. На антипасху крайне важно было поддерживать связь с семьей и с друзьями. Отталкивать близких считалось плохим тоном, поскольку этот день был призван укреплять связи и отношения. Если личная встреча невозможна, то рекомендовалось позвонить или воспользоваться мессенджерами. Вера гласит, что одиночество в этот день может оттолкнуть удачу, поэтому общение и дружелюбие особенно ценятся. Традиционно в Фомино воскресенье откладывалась вся тяжелая работа, включая рукоделие и уборка. Это время для духовного и физического отдыха, когда следует заниматься лишь приятными и легкими делами. Верующие посвящали этот день размышлениям о духовных вещах, церковной службе и семейному общению. Отказывать в помощи нуждающимся в Фомино воскресенье считалось большим грехом. Любая посильная помощь не только способствовала укреплению общественных и духовных связей, но и считалось, что она будет вознаграждена. По народным верованиям отказ мог привести к череде неудач, так как это считалось проявлением эгоизма и безразличия. Красная горка, отмечаемая в первое воскресенье после Пасхи, являлась одним из самых ярких и радостных народных праздников. Она символизировала не только приход весны, но и возобновление жизни как в природе, так и в человеческих отношениях. В этот день возобновлялись свадебные церемонии, начинались гуляния, и вся деревня превращалась в место общего веселья и празднования. Свадьбы играли ключевую роль в праздновании Красной Горки. Сразу после Великого Поста, когда жениться и венчаться было не положено, этот день становился идеальным для свадебных торжеств. Считается, что брак, который заключен в этот день, обеспечит молодоженам долгие годы счастья и благополучия. Праздник приходил после Пасхи, когда посевные работы уже начались, и перед Петровым постом, представляя идеальное время для свадеб, прежде чем начнется новый период воздержания. Красная Горка была известна своими массовыми гуляниями. В этот день проводились хороводы, песни и пляски. Если в деревне кто-то женился, в торжестве участвовали все жители, объединяя личное счастье с общим весельем. Молодые парни устраивали потешные состязания, демонстрируя свою силу и ловкость, что также служило способом привлечь внимание невест. Девушки, в свою очередь, приглядывали себе пару, участвуя в играх и в гаданиях. Празднование Красной Горки считалось обязательным, так как верили, что тот, кто не празднует, может привести это к одиночеству и к бедности. Красная Горка также ассоциировалась с магией и с загадыванием желаний. Этот день обладал особой энергетикой, и многие знали, что желания, загаданные в этот день, особенно если они связаны с материальным достатком или личным счастьем, обязательно сбудутся. Традиционно рекомендовалось носить одежду красного цвета для привлечения удачи и финансового благополучия. Если желание исполнится, важно было отблагодарить высшие силы и проявить благодарность, участвуя в благотворительности или делая добрые дела, распространяя тем самым позитивную энергию. Одной из центральных традиций Красной Горки являлось закликание весны. Женщины, собравшись вместе, исполняли древние песни-веснянки, которые звучат как призыв к природе пробудиться от зимнего сна. В этих песнях они не только зазывали солнце и тепло, но и закликали судьбу, чтобы она принесла им встречу с будущим мужем. Главная хороводница, символизируя плодородие и изобилие, держала в одной руке крашеное в красный цвет яйцо, а в другой кусок хлеба, подчеркивая связь с землей и с ее дарами.
Еще один популярный обряд – это было катание яиц. На Красную Горку красили яйца в различные цвета, символизируя многообразие и красоту весны. Эти яйца затем играли важную роль в различных ритуалах. Их оставляли на могилах в знак памяти о предках или раздавали нуждающимся как знак милосердия. Особенно был интересен обряд гадания с яйцами. Яйцо, успешно преодолевшее дистанцию на пригорке и не разбившееся, предвещало своему владельцу счастье и удачу на весь год. Второе название Красной Горки называлось «Вьюнишник». В этот день молодые парни обходят дома молодоженов, поженившихся в прошлом году, и поют под окнами веселые песни, в которых окликали молодую пару. Вьюнец молодой, вьюница молодая. Это не только было поздравление, но и способ укрепления связей в сообществе, поддержка молодых семей, которые начинали свою совместную жизнь. Красная Горка, наряду с веселыми гуляниями и свадьбами, омрачалась и более созерцательными традициями, такие как проводы Пасхи и поминки. Эти обычаи позволяли народу не только праздновать, но и вспоминать ушедших, соединяя радость и грусть, жизнь и воспоминания о предках. Празднование Красной Горки часто включал в себя обряд, напоминающий проводы зимы на Масленицу. На главной площади деревни или города устанавливали соломенное чучело, которое символизировало уходящую Пасху и все невзгоды прошедшего года. К вечеру это чучело торжественно сжигали, что символизировало окончательное прощание с прошлым и освобождение места для новых начинаний и благополучия. Сжигание чучела также напоминало о возрождении новой жизни, символизируя переход от смерти к возрождению, что глубоко укоренено в символике Пасхи. Поминки на Красную Горку являлись важной частью праздника, когда люди посещали кладбище, чтобы убрать на могилах умерших родственников и оставить там пасхальные угощения. Такие угощения включали колево или кутю, поминальные блюда из зерна, блины, хлеб и другие продукты, которые символизировали память и уважение к усопшим. Этот обычай подчеркивал связь между живыми и умершими, между настоящим и прошлым. В этот день говорили: в Красную Горку родители из могилы теплом дохнут, подразумевая, что души усопших ощущают заботу живых и отвечают им своим теплом и благословением. Вот такой, друзья, у нас с вами день 12 мая. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. И прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.